звезду российской эстрады. Да так только ласковый май 80-х встречали. Последние годы Витас практически полностью ушел в Китай на экспорт. Купил трехэтажный особняк недалеко от Шанхая, даже снялся в фильме по мотивам средневековой китайской легенды. Сюминь, Лююсинь, Нигери, а также Витас. И, кажется, блондином с голубыми глазами он тоже стал не просто так. В определенный момент я понял, что нужно становиться белым человеком. Белый человек, белый орел. А в это время в России уже давно не дежурит под его окнами, не спрашивают о жабрах, разве что его самая преданная фанатка, наш светский репортер Алла Давыдова, все никак не успокоится. Давайте поищем их, да. Где они могут Вы быть? меня сейчас поцелуете. Целуйте меня в жабры. Поднебесный Алла Витаса вообще-то сравнивают с дельфином, причем тут жабры. Вот и обитатели Москвариума приняли его за своего. Ну-ка. И пусть вас не удивляет, что котировки этого дуэта в китайской экономике уже поползли вверх. Алексей Петрушко, Тамара Суханова, Константин Мальцев и Сергей Гафонов. Центральное телевидение. Ну и прямо сейчас Витас, каким вы его еще не видели, а сейчас видите, в студии Центрального телевидения. Да. Спасибо, что зашел. Скажи, ты уже был лысым ихтиандром, ты был каким-то космическим мальчиком в каких-то шапочках. Сразу поправлю, не лысым, а коротко стриженным. Коротко стриженным, хорошо. А каким ты еще был? Ты еще был каким-то брюнетом гламурным в таких пиджачках. И вот сейчас мы видим жгучего блондина. Что это? К чему это? Ну, вы знаете, вообще в жизни каждого человека наступает этап, когда ему нужно что-то, исходя из внутреннего состояния, поменять. Вот я решил поменять цвет волос, мое внутреннее состояние изменилось, и на сегодняшний день я вот такой, как вот вы видите меня своими глазами. А взгляд какой-то такой сверляще грустный. Почему? Да, сверло. Сверло. Не удастся просверлить? Просверлю, нет? Нет. Я все равно задам тебе вопрос, который хотел всегда тебе задать. Вот если возвращаться к твоему не очень музыкальному прошлому. Ведь за последние лет 5 ты куда чаще попадал в какие-то хроники происшествий, нежели в музыкальные чарты. Вот можно сказать, что твой нынешний образ — это прям попытка вырваться вот из этого прошлого? Ну вот, вы знаете, у нас вообще в стране, вот на мой взгляд, такая тотальная любовь к негативу, к преследованию, к уничижению, но это факт. Я, вот, допустим, представляю, на мой взгляд, опять же таки, представляю нашу страну на международной арене очень на высоком уровне, и я этим горжусь. Почему не показывать стадионы 250 тысяч, там, Мехико, да, там, Open Air, площадь Гарибальди? Почему не показывать восковую фигуру 450-ю, которую мне поставили вот совершенно недавно? Почему это не показывать? А где поставили? В Китайской Народной Республике. В Китае, да. Это же ведь действительно правда. Ты единственный российский артист с такой бешеной популярностью в Корее, Японии и особенно Китае. Скажи мне, пожалуйста, позади стадионы, Китай, страны, лежат все разные образы. О чем больше всего ты жалеешь, вот то, что осталось позади? Отвечаю. Ни о чем не жалею. И ты сейчас искренне? Абсолютно. Я всегда искренен. Ты знаешь, я хочу зрителям нашим тоже сейчас сказать. Многие пользователи интернета, и вы наверняка тоже, заметили твои уникальные способности извлекать какие-то звуки, которые напоминают пение птиц. Если ты согласишься, давай попробуем эксперимент, как бы ты смог повторить пение мексиканских птиц, тем более Мексика уже, как ты говоришь, твоя, понадобится, амигос оценит. Давай сначала послушаем. Что делать надо? Повторить. Не, можно и станцевать, но нет, лучше кстати, повторить. у меня есть похожие звуки. Так. Шики-шики. Слушай, это... Похоже?
мы прервемся буквально на пару минут и вернемся в эту студию. Оставайтесь с центральным телевидением. Ну вот, реклама пролетела почти незаметно. Мы снова в прямом эфире. Это центральное телевидение. В нашей студии Витас. Скажи, знаешь, у большинства артистов все известно о семье, потому что они постоянно выкладывают в социальных сетях свою жизнь. Вот о тебе мы не знаем практически ничего. Да. Почему ты прячешь свою жену? Где твои дети? Мы их не видели. Нет, семья есть, существует, просто не так часто находится рядом со мной, к сожалению, в силу моей занятости. Но если я нахожусь в Штатах, они прилетают ко мне, если я нахожусь в Мексике, они тоже периодически, когда ребенок на каникулах, прилетают. А скажи, а правда, что ты с женой познакомился, когда было 15 лет ей? Любят у нас, да, криминал в нашей стране, да? Да нет. Так я вам скажу, что Познакомился. я выкрал из Одессы свою супругу Светлану, когда ей было 15 лет. Она была несовершеннолетняя, и я ее увез через границу в другую страну. Ну, настолько сильная была любовь. Ну, что делать? Я хочу попросить, отдайте мне пиджачок, потому что, Да. ты знаешь, можешь, да, переодеть пиджак, а я пока скажу нашим зрителям. Конечно, мы сегодня не могли обойтись без главного хита всех времен и народов. Итак, в студии центрального телевидения «Витас 2.0» и «Опера 2». Мой достроен, но я в нем один. Хлопнула дверь за спиной. Ветер осенний стучится в окно. Плачет опять надо мной. Это судьба, а судьбу не могу я ни о чем просить. Только я знаю, как после меня станут ветра голосить.